Здравствуйте! Сегодня я снимаю свой очередной ролик. В дебютном ролике я собиралась и объявила о том, что я собираюсь собрать клуб по интересам, где мы будем обсуждать разные темы, заниматься разными полезными делами. Тогда мы пекли пирог, варили варенье, а сегодня мы будем шить мужские трусы. Очень удобные, очень комфортные. Я покажу вам, собственно, как это делается. Для этого нам нужна выкройка. Она состоит всего лишь из 3 деталей. Собственно, корпус и детали, которые необходимы для сборки этих трусов-боксеров. Есть выкройку мы подготовили. Ткань, из которой мы будем шить. У меня ткань трикотаж с вискозой. Он очень тонкий, очень мягкий, очень приятный и эластичный, что очень важно для нижнего белья. Значит, что нам нужно? Определить изнанка лицо, лицом внутрь, изнанкой наружу. Вся ширина ткани нам не нужна. У меня она 1,80 м, ее достаточно. Поэтому выбираем приблизительно ту ширину, которая нам подойдет для нашей выкройки. Остальное подгибаем, чтобы не мешало. Складываем нашу ткань вдвое. Кроить мы будем в долевом направлении. Когда мы разложим выкройку, я вам покажу, что такое долевое направление. Вот где-то приблизительно, вот так вот. Ее кромка обозначает ее долевое направление. Но есть ткани, которые не обозначают кромкой долевое направление. Поэтому перед работой проверьте на коротком кусочке. Долевая меньше тянется в трикотаже, в кулире, нежели поперечная. Вот поперечная ложится как сильно. А вот долевая, она не дает, она более упругая, не дает полностью раскрыться. Берем выкройку, откладываем детали, их можно скроить из обрезков, и основное полотно на это не тратить. Долевое направление в нашей выкройке должно идти по росту человека, в его длину. Отсюда и долевая длина. Не поперек, а вот. Трусы будут одеты вот так, значит и долевая должна идти вот так. Кладем выкройку так, вот наша кромка, это наша долевая. Мы должны ее положить вот так. Сгиб. Вы можете здесь шов делать, хотя это неуместно. Но бывает так, что ткани не хватает, поэтому кроят из 2 деталей. Но на трусах это не совсем комфортно, когда у вас где-то лишние швы. Эти трусы практически без швов. Они все будут у нас спрятаны и закрыты. И закрыты будут они очень красиво. Сейчас мы будем обводить выкройку, затем вырезать. На этом куске у меня получится 2 пары. Очень хорошо, я использую этот шанс и сделаю 2 пары, 2 выкройки. Вот, моя выкройка с припусками. Если вы будете кроить и ваша выкройка без припусков, то учитывайте при вырезании уже ножницами. Мне это не нужно, поскольку у меня здесь все учтено. Так, сделано. Вот наши детали. Получилось 2 пары трусов, остальное осталось. Мне даже хватает на футболку или майку, то есть комплект сделать. Такой вот бельевой комплект. Но в футболке можно будет выйти и на улицу, не обязательно прыгать в кровать. Так, нам осталось выкроить мелкие детали. Складываем ткань. Это гульфик. Вот он выглядит вот так, уходя в сторону. Вот это есть его долевая нить. Не вот это, а вот это его долевая нить. Она идет по центру детали. Здесь сгиб, а дальше пошла у нас выточка. То есть мы делаем очертания
всей мужской силы, которая здесь спрячется. Прикладываем по долевой нашу долевую. И этих деталей должно быть 2. Здесь сгиб, значит, ткань мы должны сложить. Соответственно, приложите сгиб к сгибу ткани. Все точно так же, ничего не меняется. Обрисовываем как основную выкройку. Нам надо их 2 детали. Это у нас ластовица. Вот здесь сгиб. Он будет между ног. Он будет идти вот так. Это задняя часть ноги. Это передняя часть ноги. И она будет идти вот так вот. Вот здесь у нее сгиб. Значит, мы должны положить ее на ткань. Согнуть ткань вот так вот. Это долевая. Значит, сгибаем ткань по долевой и прикладываем вот так. Обрисовали мы наш гульфик. И теперь, собственно, мы вырезаем. Здесь у нас выточка, здесь у нас сгиб. То есть мы до конца не разрезаем все по нарисованной нашей выкройке. Вот у нас указано, что это выточка. Вот она доходит вот до сюда. А здесь пошел сгиб ткани. Обычная классическая выточка. Ну, расположение ее в трусах, на трусах, вот в таком месте. Для того, чтобы нам создать здесь объем. Объем ткани точно так же, как мы создаем на нашей груди. Там, где у нас выпуклости, мы их оформляем выточками, чтобы красиво сидело изделие и было комфортно и удобно. Сшивать мы будем точно так же эту выточку, уходя на нет к сгибу ткани. Чтобы у нас не было там острого треугольного угла, мы будем уходить на миллиметр от края. Как обычная выточка, ничего сложного. Для одной пары трусов нам нужно 2 гульфика. Один будет с лицевой стороны, другой будет с изнаночной. Швы будут спрятаны внутрь. Это мы вырезали. Теперь мы определились, что у нас сгиб идет поперек долевой линии. Значит, раскладываем ткань таким образом, проверяем, поместится ли у меня здесь по ширине. Помещается. Значит, я складываю ткань. Вот моя долевая, вот она. Так, сложили, примеряем. Вот наш сгиб, вот наша долевая. Все у нас получается. Выкладываем, обрисовываем. Все. Ничего не меняется, все делаем быстро, уверенно, но качественно. Ну, собственно, спешить не нужно. Вот. Это тоже 2 детали. Одна лицевая, одна изнаночная, а швы будут спрятаны между ними. Собственно, наш крой готов. Теперь нам нужно его укомплектовать. Поскольку я шью 2 пары трусов, что я делаю? Мне надо распределить детали. 1 пара трусов, 2. Заготовки, гульфик, который состоит из 2 детали, надо на 1 пару трусов. Раскладываем по 2 детали. 1, 2. 1, 2. Детали предварительно. Вот я вам покажу поближе. Предварительно, поскольку ткань что с лица, что с изнанки практически не отличишь. Я изнанку пометила термопастой. Она потом уйдет при влажно-тепловой обработке. Дальше у нас ластовицы. На выкройке у нас она имеет переднюю и заднюю часть. Соответственно, они подписаны. Которая сторона идет к передней части, которая к задней. И обозначена изнанка. Состоит тоже имеет 2 детали. Изнанка и лицо. На эту пару трусов 2 детали. И на эту пару трусов 2 детали. Точно так же помеченных. Передняя и задняя часть. Разложили. На столе не должно быть ничего лишнего. Сейчас мы будем собирать эти детали. Для того, чтобы нам
Сшивать это уже практически готовый крой. Резинку мы уже подведем тогда, когда у нас будут сшиты эти боксеры. Поэтому с чего нужно начинать? Гульфик, который имеет выточку. Мы знаем, что здесь у нас вот она разрезана выточка. Для того, чтобы сшивать эти боксеры, надо сначала сделать эти выточки на одной части гульфика, на лицевой и на изнаночной. Мы их сшиваем. Значит, подготовили крой, садимся за швейную машинку. Взяли гульфик, мы знаем, что здесь нам надо застрочить выточку. Выравниваем срезы, уголки и кладем под лапку. Нам нужно прострочить этот срез, эту выточку, и здесь в конце нее выйти на нет, практически на 1 мм от края. Невзирая на то, что здесь мы начинаем на ширину наших свободных припусков, которые вы оставили. И приступаем к работе, соответственно. Вот мы строчим, я медленно показываю, и уходим с середины этой выточки, плавно уходим на нет, прямо вот в эту точку. Плавненько, плавненько. Уменьшаем ширину шва, уменьшаем, уменьшаем, уменьшаем. И вышли вот, прям поднимаю лапку, чтобы было видно. Наведем сюда ракурс, что игла стоит, вот она стоит прям на кончике ткани. На игле там находится миллиметр ткани. Вот, тогда у нас будет красивый срез. Когда вы будете шить кружевные трусики для себя, и там, если будет предусмотрена какая-то выточка или скругление, какой фасон вы выберете, тогда вам нужно закончить строчку и завязать узелки. А здесь можно просто дать задний ход и сделать закрепку. Все. Вот, собственно, одну деталь гульфика мы сделали. Работаем чистенько, никаких ниток у нас не висит. Все аккуратненько. Берем второй гульфик. Вот наша выточка. Вот мы ушли на миллиметр от среза. Она красиво легла, никаким не углом. Все очень красиво. Убираем нитки лишние, они нам не нужны. Работа должна быть всегда чистой. Кстати, когда меня учили, мой педагог всегда утверждала, что: Наташ, портной это не тот, кто умеет шить, а тот, кто умеет пороть. Поскольку если бывает так, что где-то что-то не получилось, по разным причинам, кто-то себя плохо чувствует, кто-то там спешит, кто-то еще что-то, и надо распороть. А ткани бывают очень капризные, очень тонкие, там шифон, шелк дорогой или бархат, допустим, да, и вот исправить этот дефект, распороть эту ткань, это искусство. Ну что же, наши детали готовы. Есть у нас основная деталь. Значит, смотрим. Вот это ее задняя часть, это передняя часть. Значит, для передней части у нас предусмотрен вот сюда гульфик. Вот он наш гульфик. Вот он предусмотрен вот сюда. Вот так вот. Мы будем пришивать его вот так вот. Вот, гульфик сюда. Это передняя часть ноги, внутреннего бедра, вот здесь. Вот здесь. Передняя часть ноги, вот она. Это задняя часть ноги на этом же шве. То есть мы соединим ножку, огибаем ножечку. Вот. Для этого у нас существуют эти детали. Вот. Поэтому мы, их тоже 2 штуки, мы же знаем, у нас 2 детали. Поэтому мы приступаем к обработке гульфика. Для этого нам нужно определиться с изнанкой и лицом основной детали. Лицо у нас внутри. Значит, берем одну часть трусов, вторая лежит свободно. Берем любой из этих гульфиков,
если они у вас из одной ткани. Вот лицевая часть. Складываем лицом к лицу. Это что касаемо лицевой части трусов. Лицом к лицу. И как я вам говорила, я работаю без игл. Я могу так пришить. Вам показываю. Соединяем верхний срез гульфика, сложенный лицом к лицу. Лицом к лицу. Верхний срез гульфика объединяем с основной деталью. Нижний срез гульфика объединяем с основной деталью. Иголочками. Все. Вы закрепили так, как вам надо уместить эту часть на эту часть. Потом вы совмещаете, подтягиваете, выкладываете. И точно так же иголочками для удобства вашего соединяете. Вот. Соединили. Это для наглядности, для того, чтобы вы понимали. Лицевая часть трусов, лицевая часть гульфика, лицом к лицу. Лицом к лицу. Но у нас две детали гульфика, поэтому вот у нас изнанка трусов. Изнанка с лицом. Вот таким образом. Вот мы этот срез сложили, тот лицом к лицу. А этот кладем так, чтобы наша выточка была сверху, а лицо внизу. Вот. И когда мы это сошьем и выровняем, у нас получится вот что. Вот. Все швы будут внутри. Ничего не будет давить, ничего не будет резать, ничего не будет мешать. К тому же вы можете эту выточку отстрочить таким образом. Раздвинуть швы внутри и отстрочить на 1 миллиметр здесь и на 1 миллиметр здесь. Поэтому мы сейчас отстрочим гульфики, сложим их, соберем и пришьем. Значит, я отстрочила свои выточки. Вот их обрезала лишнее. Вот это изнутри будет так выглядеть шов. А лицевая часть вот его. Вот вы можете сразу и приутюжить эти швы. Я это делаю уже в конце, когда заканчиваю шить трусики. Точно так же вторая часть. Вот мы закрепили эти швы, лишнее обрезали. И вот его лицевая часть. Теперь соединяем, как я и говорила, лицо к лицу и лицо к изнанке. Вот. То есть, мне иголочки не нужны, я их вытащу. Я уже показала, как ими пользоваться. Они мне как бы ни к чему. Одну можно оставить. Вот я между двух гульфиков подставляю основную деталь, выравниваю срезы и боковой, и нижний. Это у нас нижний срез, а вот это боковой. Выравниваю и нижний, и боковой срезы. Вот. Если вам неудобно, берите иглу, ради бога, закалывайте этот уголочек, чтобы он не сместился ничего, и тогда смело кладете под машинку. Вот, под лапочку. Поставили, зафиксировали, иглу убрали. Ниточку придержите, чтобы она там ни снизу не запуталась у вас, первая строчка. Уравниваете все 3 среза в одну линеечку. Вот. Выровняли, вот он у нас ровнюсенький, интересненький. И начинаем работать. Закрепляем. Все швы закрепляем, чтобы они в процессе эксплуатации у нас не пораспадались. И ровненько строчим.
Держим крабиком, чтобы ткань туда-сюда не играла. Вот как бы, когда вы крабиком держите, у вас никуда это все не уйдет. Не перекосится, не улетит. У вас будет очень хорошо. Видите, как ровненько она шьется. Что же у нас получилось? Смотрим. Можно по правилам, конечно же, сразу на утюжок, заутюжить шов, вот, выровнять его и тогда отстрачивать. Это у нас получилось лицо, это у нас получилась изнанка. Точно такая же, как лицо. Смотрите, чистенькая, красивенькая. А вот что внутри. И что мы сейчас будем делать? Мы сейчас объединим эти две детали и закрепим, чтобы они между собой подружились и не елозили туда-сюда, а были вместе. Нам надо этот шов красиво на 1 мм от края отстрочить. Отделочной строчкой, так называемой отделочной строчкой. Делаем. Определяемся, где у нас лицо трусов, где изнанка. Вот изнанка. Значит, строчить надо по лицевой стороне всегда, чтобы была качественная строчка. Все, выставляем. Иглу мы используем для трикотажа 70 на 10. Можно 80-ю иглу, можно универсальную иглу, кому как надо. Единственное, что для отделочной строчки чуть-чуть увеличиваете ширину стежка. Если вы шьете 2,5 миллиметров стежок, то для отделочной выберите 3. Он не будет так глубоко утопать в ткань и будет красиво смотреться. Мы, вот смотрите, немножечко так натягиваем ткань, чтобы шов хорошо лег, чтобы там нижний вот этот наш гульфик не перекосился, ничего, а шел вот в натяжечку. Вы знаете, что у вас все ровно лежит. И едем и строчим. Сразу же удаляем ниточку. Не надо она нам, работа должна быть всегда чистенькой. Что же у нас получилось? Смотрим. Вот что у нас получилось. Это низ, ниточку не удалили. Это низ трусиков. Вот этот гульфик. Вот он у нас уже форму приобрел, даже без всяких утюгов, без ничего. Это низ трусов, а это внутренний шаг. Вот что у нас получилось. И вот что у нас с другой стороны получилось. Видите? Это изнанка. Но вам не стыдно будет вывернуть эти трусы или снять их, повесить после стирки, сушить. Все красиво, идеально сделано. Вот так это делается. А сейчас нам надо вырезать лишнюю ткань внутри. Зачем нам это, чтобы болталось? Мы просто ее удаляем на миллиметр от шва. 1-2 миллиметра, как вам удобно. Осторожно, чтобы не повредить основную нижнюю ткань. Следите за этим. Поэтому, когда вы будете резать, оттягивайте вот так. Вот, фиксируйте ногтиком и срезайте. Это самый безопасный способ для того, чтобы срезать эту ткань. А если вы будете просто вот так держать и резать, есть риск, что вот эта нижняя ткань вот сюда попадет, и вы ее резанете. Этого допустить нельзя. Все, я вырезаю, и потом мы идем с вами дальше. А теперь начинается самое интересное. Вот что у нас получилось. Смотрим на меня. Это, конечно, не мои трусы, но тем не менее. Вот что у нас получилось. Это пойдет на ножку, это будет спереди, ну только ниже, естественно. Вот здесь нам надо теперь вот это водрузить между двумя вот этими гульфиками и швы спрятать внутрь. Вот, это средняя часть трусиков мужских. Как же это делается? Смотрим. Мы же знаем, где у нас лицо, а где изнанка. Так. Вот у нас личико.
а вот у нас изнанка. Что мы делаем? Для удобства, для того, чтобы вам было проще, вы можете соединить по частям. Не сразу, потому что там дальше пойдет интересно. Берем, складываем опять лицом к лицу, естественно. Делаем вот круг. Вот, замыкаем наши трусики, замыкаем в круг. И у нас они получаются бесшовные, красивые и удобные. Опять таким образом мы уравниваем срезы и боковой, и верхний, где мы впоследствии будем пришивать резиночку к нему. Нам удобненько будет, если он будет ровненький, везде будут совпадать все. Так, ну у нас это нижний. Так, подожди. Да. Да, это верхний срез. И вот наш нижний срез. Закалываем иглами. Можно это не делать, можно это делать. Мы его скололи, вот что у нас получается. Вот. Вот наши трусы уже вырисовываются. Смотрите, уже трусы наши вырисовываются. Значит, мы лицом к лицу гульфик с основной деталью и пришиваем. Начинаем под машиночку, кладем и уверенно, не боясь. Вот что у нас получилось. Мы пришили гульфик, уже с лицевой стороны у нас трусы оформились. Вот. С лицевой стороны гульфик у нас уже пришит. Все. Осталась нам изнаночная сторона. Но его надо пришить. Этот шов убрать сюда. Вот так. Вот, чтобы у нас получилось, как и в этой стороне. Но как же это делается? Это делается элементарно. Смотрите, берем гульфик. За гульфик все трусы ушли вниз, пришитые. Берем край гульфика. Кладем его. Можно к себе, можно от себя. Мне проще к себе. Кладем этот срез гульфика к себе, который не пришит. Все трусы вот здесь. Выравниваем их, потому что нам нельзя допустить лишнюю толщину. Смотрим, вот гульфик смотрит на меня. Берем эту ткань, к себе подтягиваем, подтягиваем, подтягиваем. И вот мы пока подтягивали, видите, мы обнаружили, так вот же он шов, который там был, где мы гульфик пришивали, видите? Берем, эта ткань у нас внутри скрученная. Берем край, срез гульфика, срезы сравниваем. А у меня складочка получилась, это не страшно. Она уйдет под резинку. Срезы сравниваем, выравниваем по верху, по боку, закалываем иглой. Или сразу под машинку, если у вас опыт есть, под машинку. Точно так же здесь ищем. Вот он срез. Вот он наш гульфик, который не пришит, а нам надо пришить. Мы к этому шву уравниваем срезы по верху, по боку. Скалываем. Все. И садимся. Берем этот шов смело в руки. Опускаем нашу сверточку туда вниз, чтобы она в шов не попадала. Зачем нам? Вот. Выровняли эти срезы. То есть мы завернули все трусики внутрь. Нам так надо сшить. И начинаем работу. Начинаем это сшивать. Вот что у нас колбаска такая получилась. Но нам надо с ней еще дальше поработать. Мы же тоже хотим здесь вырезать лишнее. Но зачем нам этот шов, да, толстенный, некрасивый? Мы же хотим сделать как здесь. Для этого нам проще всего, конечно же, вывернуть, прострочить, чтобы красивая строчка была. Его не надо сейчас срезать. Если вы сейчас срежете, потом выверните и будете отстрачивать, вот этот узкий край будет мешать, и строчка будет кривой. Поэтому наша задача сейчас, смотрите, видите, вот наш гульфик, который мы зашили, а вот внутри него эти трусы. Пальчик сюда ставим,
фиксируем. А сюда вынимаем эти трусы. Вот, все. Смотрите, что у нас получилось. Вот. Смотрите. Нам сейчас здесь надо проложить отделочную строчку. Вот здесь проложить отделочную строчку. Вот. И что у нас получилось с другой стороны? Смотрим. Вот что с другой стороны. У нас тоже ни одного шва не видно. Вот оно все. Вся наша красота. Понимаете, в чем загадка? Вот наши все швы там. Сейчас мы отстрочим отделочную строчку вот здесь, где ее нет. Вывернем вот эту штуку и срежем лишнюю ткань после отделочной строчки. Пришили, отстрочили, срезали лишнюю ткань внутри, вырезали. Вот. Чтобы в процессе носки ничего не давило, не мешало. Все у нас было хорошо. Это у нас изнанка, это у нас лицо. Все. Вот наша заготовка практически готова. Когда вы сошьете трусы один раз, вы потом удивитесь, как это легко, как это быстро. Это вы за час сможете пошить своему сыну, мужу, другу, неважно, пошить такие замечательные трусы. С изнанки они точно так же смотрятся великолепно, поскольку у нас здесь тоже все закрыто и никаких швов просто нет. Они все у нас спрятаны вот здесь. Вот. Такая красота. Что нам делать дальше? Тоже интересный момент. Смотрим. У нас же осталось еще две детали, да? Вот они. И на них есть пометка. Задняя часть, передняя часть. Наша задача очень элементарна и проста. Нам надо вот эту штуку пришить таким образом, чтобы вот это сгиб наш, где она согнута посередине, мы же ее краили в сгиб, вот видна линия, это сгиб, линия сгиба. Так вот, вот эта линия сгиба, берем переднюю часть, поскольку вот у нас передняя часть трусов, низ должен быть вот здесь, а середина ровно на выточке. Вот это и есть пришивание ластовицы, вот она. А заднюю часть мы будем пришивать к задней части. Вот пришили мы переднюю, вот здесь. Так, наверное, не очень наглядно. Вот передняя часть, разложили ее. Пришили мы переднюю часть. Затем повернули. Взяли, выложили заднюю часть и пришили заднюю часть. Сейчас мы будем этим заниматься. Начнем спереда, да? Определяем, где у нас центр. Центр можно заутюжить, центр можно обозначить ножничками. Вот так маленький-маленький уголочек срезать. Можно нарисовать карандашиком, как вам удобно. Я не обозначила на выкройке, поэтому я просто срежу кусочек. И буду знать, что вот это у меня центр. Вот маленький кусочек я срезала. Теперь спереди центр у меня это выточки, а сзади нету. Точно таким же образом выравниваем, уравниваем наши срезы. Этот трикотаж, он всегда скручивается. Это несколько неудобно, но с этим можно бороться. Точно так же помещаем центр. Вот мы пометили наш центр. Берем любую из этих деталей, они одинаковые, они братья-близнецы или сестры. Вот. И что мы делаем? Показываю вам опять с иголочками. Перед трусов, это перед, это изнанка, значит возьмем лицо. Вот наше лицо. Вот это перед, вот наш гульфик, вот наша выточка. Смотрим, где у нас передняя часть здесь. Вот она. Значит, нам надо соединить лицом к лицу центр этой ластовицы. Берем перед с передом, лицом к лицу. Вот наша изнанка.
Она помечена у нас. Тут и надписи, тут у нас и черточки. Вот наш центр. Складываем с выточкой. Соединяем иголочкой. И они здесь дружат. Мы поступаем точно так же, как мы пришивали гульфик. Но поскольку у нас две детали, которые имеют и перед, и зад, лицо, и изнанку, то мы опять ищем перед. Вот он. Ищем центр. Но теперь уже на изнанке трусов мы складываем лицо с изнанкой трусов. Чтобы, когда мы вывернем, лицевая часть была внутри трусов. Не изнанку мы видели, а лицевую часть детали. Опять объединяем центр с центром. То есть делаем тот же самый бутерброд, что мы делали на гульфике. Мы помещаем саму основную деталь этих боксеров между двумя деталями. Все, вот наш бутерброд есть. Все, мы сшиваем. Это вообще минута дела. Повторяем ту же процедуру. Мы обрезали нитки, теперь точно как на гульфике. Мы берем этот срез, вот мы его пришили, да? Мы берем этот срез, смотрим с этой стороны и делаем вот так. Вот, чтобы с этой стороны не было никаких ни складок, ничего, оно легло в один ряд. И делаем отстрочку в 1 миллиметр. Ну вот и все, сделали мы, смотрите, пришили мы ластовицы обе. Точно таким же способом, как и гульфик. Вот, и отстрочили отделочную строчку. Отворачиваем, здесь у нас лишняя ткань срезана. Ничего не будет давить, тереть, мешать. А еще когда пройдет влажная обработка изделия, швы совсем станут мягенькими. А теперь тем же принципом, что мы пришивали гульфик, мы сначала пришьем одну часть ластовицы, а потом уже будем пришивать вторую. А я пришиваю обычно уже, все сразу. Ну, это экономит время, и потом у меня это получается. Значит, выкладываем изделие. Вот так, чтобы нам было понятно, да? Нам надо вот эту часть соединить вот с этим срезом, да? Значит, что мы делаем? Берем вот лицевая часть трусиков. Берем и их между собой соединяем. Вот. У нас получилась ножка. Вот здесь будет нога. Вот здесь будет выходить нога. Вот так одеваются трусики, и здесь нога. То есть мы лицо с лицом сложили. А это у нас вторая свободненькая. Мы будем же прятать этот шов. И тем же способом закололи, прострочили, отстрочили отделочную и обрезали. Пришили мы с лицевой стороны, соединили лицевые части ластовицы с трусиками, с основной деталью. Выворачиваем наизнаночку. Нам надо пришить с изнаночной стороны. Вот она у нас вторая ластовица свободная, свободный край. Вот шов, нам надо его закрыть. Как мы делаем? Мы поступаем точно так же, как мы делали гульфик. Значит, мы изделие, вот изделие наше с изнаночной стороны, поворачиваем швом вниз, поворачивали, повернули. Срез ластовицы, открытый срез, направлен к нам. Складываем точно так же изделие, верх изделия, пока мы не увидим шов с той стороны. Скручиваем трубочку, скручиваем. Опа, поймали, вот он шов. И вот наш центр. Соединяем, закалываем иголочкой. Смотрим.
И вот наш край, вот наш шов, вот он срез. И вот ластовица. Что мы делаем? Объединяем края, вот выравниваем, подгоняем и закалываем булавочкой. Точно так же этот край, вторую ножку. Точно так же ловим края, просим их подружиться, встать в рядочек, закалываем. Все. И сшиваем. Когда мы его сошьем, мы будем выворачивать, отстрачивать отделочную строчку, снова выворачивать эту трубочку, чтобы срезать этот шов, и все. И все. И мы будем пришивать резинку и подшивать низ трусиков. Вот, собственно, готовый результат. Вот что у нас получилось. Заготовка трусов боксеров. Зашили мы второй край. Сзади пришили. Отстрочили отделочную, вырезали внутри. Выворачиваем и, как обычно, вырезаем лишний шов, как мы вырезали с этой стороны. Вот, вернули обратно. Вот наши швы. Это у нас лицевая часть. Это у нас изнаночная часть. Вот так выглядят трусики с изнанки. Вот, вы видите, что лицо, что изнанка, они абсолютно одинаковы. Поэтому призываю вас всегда изнанку обозначать термопастой, которая от утюжка исчезнет. Вот и все. Следующий этап. Правильно по технологии надо осноровить. Если вы выровняли вот ножку, да, и видите, вот здесь и должно быть углубление, но здесь не должно быть уголочка. Если вы не можете на глаз, проведите себе ориентир. Возьмите ножнички и просто этот уголочек снимите. Он вам не нужен. Вот, мы его убрали. Скручивается, зараза такая. Все, мы его убрали. Ровный край, ровный срез. На этом этапе правильно сделать это влажная тепловая обработка, следующий этап. Если вы способны без нее, то следующим этапом можно сделать подгиб низа трусиков, подгиб низа. Можно сделать в один слой, подогнули, и строчками, которые здесь на машине есть, они в верхнем ряду, это все трикотажные строчки. Это все трикотажные строчки, которые вам помогут. Выбирайте, какая вам нравится. Обычно я использую вот такого плана, которая фиксирует обязательно край. Фиксирует край обязательно, чтобы он не закручивался и между стежками не было вот этих вот таких вот закруток, чтобы он был гладенький. И строчите вровень со срезом отделочную эту строчку. Так можно подогнуть низ. Можно строчить двойной иглой. Здесь на миллиметр, там, значит, будет идти параллельно вторая игла. Двойной иглой. Можно подогнуть в 2 подгиба. Вот так. И просто тупо прострочить в 0,1 миллиметра от края. Но 1 сантиметра. Если вы будете подворачивать трусики в 2 слоя, вот таким образом, да, дважды подгибать, то целесообразно с этой стороны, с изнаночной, здесь вырезать внутреннюю часть, вот эту,
на 1 сантиметр, не больше 1 сантиметра. Это если вы будете подгибать на 1 сантиметр. Если будете подгибать на 1,5, вырезаете 1,5. Если на 0,5, значит вырезаете 0,5. Но 0,5 обычно не подгибают. Это будет некрасивый край, некрасивый в готовом изделии. Это будет смотреться как юбка. Поэтому классика это 1,5 сантиметра. Это смотрится очень красиво. Тогда вы сможете сделать либо красивую трикотажную строчку, которая здесь поместится, она шириной, как правило, 0,7 идет трикотажная строчка. Вот. А если вы будете подгибать и строчить прямой строчкой, то вы тогда сможете от края, вам будет довольно 1,5 сантиметра для того, чтобы прострочить здесь на 0,1 и рядом еще на 0,3. И свободный край будет. То есть у вас просто будет 2 параллельных строчки здесь идти. Это будет очень интересно, это будет классика, и это будет удобно, и не будет ни тереть, ни мешать, и хорошо будет растягиваться столько, сколько вам надо. Вот, собственно, и все. Сейчас мы должны наметить линию, поскольку я буду подшивать эти трусики до влажно-тепловой обработки в целях экономии времени, чтобы потом, когда я закончу, просто пошла на утюг и все уже закончила, отгладила, отутюжила и подготовила к пришиванию резинки. Вот и все. Поэтому для того, чтобы подшить эти трусики, если у вас хорошо глаз наметан, вы можете подгибать на глаз, но это легко ошибиться, поскольку срез неровный, поскольку трикотаж склонен скручиваться. Поэтому берете сантиметровую ленту, она вам поможет выровнять срез, который закрутился, и отмечаете себе нужную для вас ширину подгибки. Можете подогнуть первый слой в 1 сантиметр, а сама ширина подгибки будет 1,5, чтобы все 1,5 не загибать, чтобы не было сильного утолщения. Вот 1,5 и 1,5, понимаете? Если вы здесь прострочите, то внутри ткань может скрутиться. Вот чтобы этого не было, подогните здесь сантиметр, а только потом 1,5. И тогда это будет правильно. Поэтому отмечайте карандашиком себе, который либо от воды исчезает, либо от утюжка, нужную вам высоту подгибки. И все. Ну вот, собственно, и наши герои. То, что мы сшили. И вот они готовы к влажно-тепловой обработке. А затем будем пришивать резиночку. И все. И все дела. Я их подшила низ. Уже сделала. Я это на видео не показывала, поскольку это прямые строчки, вы и сами справитесь, как бы это трата времени лишняя и получится очень длинный контент. Что нам надо, чтобы погладить эти боксеры, приутюжить? Какие-нибудь колодки, которые у вас есть для труднодоступных мест, которые легко. А можно вообще просто одевать, пока нет резинки, да даже и с резинкой, вот на край гладильной доски и утюжить здесь. Кому как удобно. Вот. Мне проще и удобно сделать это вот таким образом. На обычной бытовой подставочке, которая идет в комплекте гладильной доски. Вот. Выкладываете шов так, чтобы он был ровненький, чтобы никакие складки здесь не заутюживались. И небольшими участками приутюживаете швы. Ничего сложного. Можете использовать пар. Рекомендую начинать утюжить с изнаночной стороны, чтобы на этой ткани ласы не видны. Но если у вас будет черная ткань или какая-нибудь дорогая ткань, вы можете оставить ласы. Проверьте на изнаночной стороне, и будет легко и просто. С изнанки я уже проутюжила. Теперь просто слегка по лицевой стороне. Главное, когда утюжите, не тяните ткань.
трикотаж так и останется вытянутым. Все, здесь мы закончили. Приутюжим с изнанки нашу подгибку. Вот все готово. Все готово. Мы готовы пришивать резинку. Осталось совсем ничего. Сейчас посмотрим, что же у нас с изнаночной стороны получилось. И все. Сделаем выводы. Надо ли их шить? Это вид сзади. Так. А это вид спереди. Это изнаночная сторона. Это не лицо. Вот так должны выглядеть трусики с изнаночной стороны. Вот так. Тогда это комфортно, это красиво и очень-очень будет удобно их носить. Значит, с изнаночной стороны намечаем от края ширину той строчки, которой мы будем пришивать резинку. У меня 0,7. Ну, как правило, они все 0,7 в бытовых машинах. Как правило, все. Вот, на изнаночной стороне. Теперь этот край мы заворачиваем на лицо. На лицевую сторону. Мы отгибаем край на лицевую сторону изделия. Потому что здесь у нас он закроется резинкой, а с изнанки будет вот чисто и красиво. Будет вот так вот. Далее. Для нашего же удобства. Видите, какой край? Вот он скручивается, как он себе хочет. Для удобства пришивания резинки, для удобства нашей работы, мы берем этот краешек и просто вот тупо пришиваем. По наметочке загнули. Вот по наметочке загнули на 0,7. Загибаем. И по краю иголочкой собираем. Это не сложно, это быстро, это очень быстро. Вот. И для удобства, кстати, у портных существует примета. Если вяжутся узлы, вещь будет носиться. Вот я вовремя не остановилась, и у меня завязался узелочек. Это не страшно. Мы его... Вот таким образом мы себе делаем удобный доступ к нашему шву, который мы затем накроем резинкой. И идем... Вот по верху нашего изделия идем себе, пришиваем спокойно для нашего удобства этот краешек. Что нужно для того, чтобы пришить резинку? Собственно, сама резинка. Я выбрала вот такой вариант. Здесь тоже раппорт. Вот посередине вот так вот будут мои трусики, которые я шью. По-моему, это самый выигрышный вариант, самый такой интересный, мне так показалось. Вот. А те резинки я оставлю для других трусов, поскольку я еще буду шить белые, цветные. Вот. И сейчас мы будем делать. Нам надо отрезать эту резинку. Обмеряйте на том уровне, на котором она будет находиться у вашего клиента или мужчины. Обмеряете, значит, этот объем и смотрите на резинку. Как правило, резинки, которые турецкие, достаточно умножить на 0,8. Полный объем берете, допустим, он будет там 118 сантиметров. Значит, 118 умножить на 0,8
Это будет нужная длина резинки, которая будет комфортно сидеть на клиенте. Можете, если резинка очень-очень упругая и тугая, можете добавить 2 сантиметра на соединение концов, то есть на шов. В данном случае можно добавить всего 1 сантиметр. Вам не надо широкий этот стык на спине, чтобы была широченная такая полоса, твердая, двойная, она не нужна. Поэтому старайтесь шов делать не очень широким. Я делаю, как правило, 1 сантиметр. 0,7, 1, вот так вот. Значит, в моем случае мне надо 90 сантиметров резинки. Я отмеряю 90 сантиметров, поскольку она у меня раппортом идет. Значит, я раппорт складываю пополам. Это будет центр переда. И отсюда мне надо отмерить, я уже сложила вдвое, 45 сантиметров. Отмеряю, отрезаю и все. И у нас все в порядке. Значит, у нас раппорт здесь 40 сантиметров. Мне не хватает, мне надо подвинуть. Значит, я буду на резинке искать ту середину, которая будет мне подходить. Потому что мне этого либо добавлять резинку без раппорта, но тогда шов соединения будет не ровно по центру спинки, а где-то будет сбоку. Но этого будет не видно, поэтому я могу себе это позволить. Значит, я вот так вот добавлю, и шов будет у меня не вот здесь, а вот здесь. Вот и все дела. А сейчас я буду ее отрезать и покажу, как ее пришивать. Значит, нам надо соединить резинку. Краешек, который неровный, мы останавливаем, чтобы был ровненький, аккуратненький, чистенький. Идем к машинке. Вот на 1 сантиметр. На 1 сантиметр. Складываем. Для удобства вы можете скалывать иглами. Смотрим, что получилось. Вот получилась вот такая история. Значит, что нам наша задача? Убрать ниточки. Убираем с этой стороны, убираем с этой. Все, у нас здесь чисто. И подрезать краешек, который вот нам не нужен, лишний. Аккуратненько подрезать. Вот как получилось. Дальше мы действуем таким образом. Мы складываем. Вот у нас уже обозначился центр здесь, да, если в раппорт укладываемся. У меня он немножко смещен, потому что раппорт должен быть по центру изделия. Но мы же хотим, чтобы было красиво. Значит, я вот обозначаю иглой. Можете мелком, карандашом, чем угодно, тем, что вы можете потом снять эту наметку. Вот я помечаю, что это центр моей резинки. Вот он. Значит, соответственно, я ее сложила. Это будет центр спины. Это будет центр спины. Отмечаем. Есть. Теперь мы складываем эти иголочки между собой и определяем наши бока. Дальше берем трусики. Соответственно, вот наш перед. Да? У нас уже гульфик имеет швы. Складываем шов ко шву и определяем центр гульфика. Нашли центр гульфика. Прикрепили центр резинки. Каким образом? Мы накладываем вот так. Будет видно так? Сейчас я поставлю карандашом, наверное, отмечу, да? Карандашом отмечу центр, чтобы было видно на камеру. Значит, вот центр гульфика нашего. Вот он.
у нас есть центр резинки. Мы должны, это лицевая сторона, мы же помним, что мы с изнанки на лицо сделали подгиб. Мы накрываем нашей резиночкой этот подгиб, и край подгиба нам служит ориентиром, и мы теперь ее пришьем ровненько, и нас ничего с пути не собьет, потому что вот этот край является нашим ориентиром, куда прикладывать резинку, чтобы мы не приложили ее ни выше, ни ниже, а ровненько и стали пришивать. И вот мы пришьем, и сзади у нас будет вот так красиво. Ну, пришьем, потом увидим. Значит, что? Определили мы спереди центр, да? Надо определить и сзади центр. Для этого надо сложить по этой линии наши штанишки, выровнять. Все, мы определились с центром наших трусов по спинке. Сделаем себе наметочку карандашиком. Отметили. Это центр нашей спиночки. Теперь мы совмещаем эти центры между собой. Перед, спина. Вот они у нас. Вот и вот. Совместились. Нам надо определить, где у нас бок. Выравниваем. Вот так вот. Здесь закручивается. Вот наш бок. Рисуем здесь пометку. Можете не рисовать, а сразу прикалывать пояс. Это я для наглядности делаю. Вот, а там уже, соответственно, и с этого краю точно так же. Теперь вы смело берете и совмещаете центр резинки с центром на трусиках. Вот, накрываете и прикалываете здесь резиночку. Фиксируете, просто фиксируете. Точно так же у меня ширины раппорта не хватило для моего размера, поэтому у меня шов смещен. А у вас, если у вас будет клиент худенький, он поместится ровно по центру. У меня ровно по центру не поместилось. Так, ищем наш бочок. Вот он наш правильный, тут я ошиблась, а здесь вот он правильный. Скалываю. Есть. И еще один бок. Скалываю. Все, мы обозначились. Вот наши трусы, вот наша резинка. Это спинка, это перед. Теперь нам очень важно не забыть заменить нитки. Почему? Резинку мы отстрачивали черной нитью, да? Трусы у нас серые. Смотрим, определяем, что нам надо дальше. Значит, у нас на лицевой стороне, по лицевой стороне идет резинка. На резинке черный срез. Соответственно, нитки нам нужны, подходят больше всего черные. Переворачиваем изнанку. Видим, что на изнанке у нас будет серый срез. Значит, нам надо снизу поставить серые нитки. Итак, верхняя нить, заправляющаяся в иглу, у нас черная. В шпульку мы заправляем серую нить. И отстрачиваем, растягивая резинку по размеру трусов, строчкой, выбранной вами. Ну вот, собственно, и финал нашего творения. Все получилось. Неплохо довольно получилось. Я попробовала и такой вариант резинки к этим трусикам. Вот. Ну и получилось две пары, такой вариант. Вот так они выглядят сзади. И вот так они выглядят спереди.
Я очень благодарна вам за внимание, тем, кто выдержал все это до конца. Я надеюсь, было не скучно, было познавательно, интересно. Я очень старалась. Я надеюсь в будущем на встречи и общение, где мы подружимся и будем общаться дальше и вместе творить, вместе создавать. В следующем ролике, не портняжном, кулинарном, вот я буду заканчивать варить варенье из абрикосов. Ну, а получается как цукаты, как мармелад, даже варенье в таком янтарном соусе, сиропе. Вот, приглашаю тоже посмотреть вас этот ролик, тоже должно быть интересно. И уже сегодня я планирую вечером жарить крылышки куриные во фритюре. И постараюсь это отснять и показать. Это вкуснейшая штука. Нам очень нравится. Я так жарю крылышки куриные. И так я жарю карпа, рыбу. Вот. Заходите. Буду очень-очень рада, вот, если вы присоединитесь и будете смотреть мои ролики. Может быть, даже и подпишитесь. Я такую питаю слабую надежду, но мне хотелось бы. Давайте будем общаться, будем дружить и вместе творить. Спасибо вам огромное за внимание. До новых встреч!